Всем привет, дамы и господа! Находимся на речке на Оке, и сегодня у нас будет обзор на новую ватрушку. Hello. Даже если погода пасмурная и где-то впереди, куда мы собираемся отплывать, скорее всего будет дождь, у нас для этого есть замечательные водолазные костюмы. Одевайся, Ром. Давай. Черт. Два видео получится. Нет, это Велигожма 18. Вот именно! А на лодке 10 сезон. Это сейчас сезон у нас 18-й, потому что ровно 18 лет назад мы приехали сюда первый раз! И с 18-го раза она завелась. Молодец! Ура! Погнали! Насмотрелись на ютубе, как делать раколовки, наделали. Уже, наверное, раз 5 пытались ее забросить. Ну, на сутки приблизительно. Никогда ни одного рачка. Вот, кроме того раза, когда я поймал его руками. Ну, или с помощью твоего тапка, да, Ром? Да. Да. Ну, сейчас попробуем. У нас тут уже приготовлено черный хлебушек и чеснок. Я сало положил и даже 2 креветочки. Ну, на что-то должны прийти. Попробуем. Сам бы ел. Класс. Выбрали в этот раз место там, где родничок впадает. Вода более холодная и должна быть чистая. Вон, камни торчат. Ну, попробуем. Ватрушка Spinnera Flight 1, она очень устойчивая, стабильная, на ней легко кататься, легко выходить на глиссер. Она с легкостью может справиться с тем, чтобы даже 2 райдеров вытащить. На ней можно катать детей, женщин, она очень безопасная. И даже стоя на ней стоять очень легко. Единственный минус для райдеров, которые уже имеют опыт, она не очень подходит, потому что не дает те ощущения экстрима, которые дает Strike или такие ватрушки, как от Rave Sports, вот это Hollow. И дело тут не в самой ватрушке как таковой, потому что я в своих видео всегда говорил, что ватрушки должны быть именно плоские, блинчиком, без этого вот кружка, выреза, как пончик. Потому что только тогда можно какие-то пируэты делать, хорошо выходить быстро на глиссер и менять положение тела во время движения. Здесь еще играет большую роль размер. Strike имеет размер, это я сейчас наглядно покажу. Strike имеет где-то 138 сантиметров в диаметре. Вот эта же ватрушка имеет, ну, по заверениям, 140. Может быть, Strike немножко тут согнулся, как-то не так. Видно, как будто чуть-чуть побольше, но 140 получается имеет Hollow. А, как помните, Spinnera где-то 154. И из-за своей вот этой площади заходить в поворот на глиссере достаточно, ну, проблематично, потому что ты не можешь переплыть через волну.
То есть у тебя не получается вот этого резкого рывка, который толкает тебя наружу и тем самым разгоняется скорость. Очень желательно, чтобы на ватрушке было 4 ручки, хорошо прошитых. Здесь они вот с двойной строчкой, потому что можно как раз менять позиции и переставляться лежа передом, либо сидя, либо кататься задом. Вот как раз легко заходить, даже если выбросить во время катания, легко на воде также будет снова залезть на ватрушку. С этой стороны у нас спрятан клапан для накачки. С обратной стороны есть место вот такой сеточки, откуда вода выходит и, соответственно, скрытая. О, смотри, даже на липучке. Такого не было у страйка. Скрытая молния для того, чтобы можно было полностью сам баллон достать, отремонтировать в случае чего, ну, или там поменять, допустим, переложить в страйк. Потому что мы так делали. Мы брали баллон от спиннера, закладывали в страйк и получали массу впечатлений от экстрима. Совсем других катушек. Накачиваем и пробуем ее на воде. Так, поднакачали. Ромка, покажи ее. Кажется, она стала как-то тоньше, да? Ну да. Хотя мы накачали достаточно хорошо. Слушай, ну прям блинчик такой вот, как оладушек. Тоненький. Не знаю, насколько это хорошо. Вау! Классно смотрится. Да. Нарисовано, как крепить. Смотри, как крепить. Просунул, зацепился, понеслась. Пацан тут нам уже закрутил. Цепляем карабины и понеслась. Да, у нас получается веревка красная 30 метров, в 2 слоя 15. Плюс еще вот такая V-образная веревочка с поплавком около 2 метров. Так что пора на воду. Для того, чтобы выйти на глиссер на ватрушке как можно быстрее, для этого ложимся на живот, немножко подтягиваемся вперед, но оставляем расстояние, чтобы не зарыться. Лодка набирает скорость. Теперь мы подтягиваемся вперед и преодолеваем волну. Легко и быстро. У-у-у!
wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into... Самое главное, да, это завтрак. Хотя это и big lunch, но все равно на завтрак хорошо подойдет. Горяченькое, с месячком, вот тостами, самое то. Соус острый, мясо. Кстати, должно получиться, смотри, о, супер мясо на гриле. Дави сильнее. Наверное, там куски мяса уже застряли. Вот такая вот каша. Класс. Класс. Так, заливаем. Ого! Смотри, настоящие огромные куски мяса. Реклама не врет, никогда не врет. Блин. Улет. Протестировано. Итак, прошли 2 дня прекрасных наших катаний, которые уместятся в 10-минутный ролик. Ватрушка Hollow от Rave Sport. Что могу сказать? Для ее тестирования и видеообзора мы выбрали самый замечательный день. Нам так повезло, что именно сегодня 24 градуса, а вчера было 22. Да, вот. А еще через пару дней будет 31. Но мы ни о чем не жалеем, потому что у нас есть свои водолазные вот эти костюмы, которые позволяют в любую погоду кататься, в принципе, практически любой температуры воды. Эти замечательные нашлемники. В любом случае она меньше, чем наша легендарная Spinera Flight 1, да, на которую еще можно получить скидку, если кто не знает, назвав секретное заветное слово криптонит. Название моей лодки. Ватрушка хороша, устойчивая, очень удобно, комфортно, легко выходит на глиссер и, в принципе, в повороты заходит также охотно. Единственный вот какой минус мы обнаружили, что она достаточно узкая, то есть блинчик тут конкретный. И она очень часто зарывается, если ты вдруг вылетел во время поездки и пируэтов, то пока человек разворачивается на лодке, она вот зарывается и тормозит лодку. Вчера ты катался первый раз на ней. Какие ощущения? Ну, почти сразу я все свои элементы выполнил. Стоя встал. Стоя легче на ней? Вставать, чем на страйке, конечно. А спиннеры? Ну, чуть-чуть посложнее. На спиннеры прям она вообще устойчивая. Боржа. Ага. Веревочку мы каждый раз привязываем за основание, это наша 3-я точка опоры, для того, чтобы вставать на ноги. Вставать на ноги и как раз вот
возможность пируэты разные делать, да? То есть поворачивать налево, направо и заходить в поворот. Очень удобно. Ну что я заметил? Из-за того, что это блинчик, и он достаточно тонкий, очень часто этой веревочкой я вот задираю и проминаю ватрушку. То есть она вот прям складывается, и я теряю устойчивость. То есть все-таки более плотные такие, более широкие ватрушки, они как-то компенсируют этот изгиб. Более толстый. Да. Вот. Ну, я не хочу сказать, что это плохо здесь, потому что она все равно как бы низкий центр тяжести, как у Subaru имеет, вот, движки, и легче вот заходить в повороты, легче выходить на глиссер. Очень часто мы раньше катались, и нужно было вот только когда ты в повороте, только и тогда и я выхожу. А теперь я могу, пожалуйста, на краешек встать, да, потянуть на себя, и тем самым перехожу волну и лечу дальше. То есть лодка так как ехала вперед, так и едет, а я просто опережаю ее и еду уже не за брызгами от мотора, а рядом по волне или просто по речной глади. Для различных пируэтов можно кататься и сидя, это удобно, да? Вот, стандарт для ватрушек, тех, особенно кто только-только начинают заниматься катанием. Ну, садятся и выходят так вот на глиссер. Но для этого нужен более мощный мотор. Лучше всего на глиссер, конечно, выходить лежа. Я уже показывал, как это делать. Ложишься, немножко впереди у тебя пространство, чтобы вот она немножко сразу поднялась и не зарывалась. Как только лодка нагоняет скорость, образуется волна, подтягиваешься вперед, тем самым она уже переходит волну, и легкий выход на глиссер обеспечен. Также на коленках кататься, переходить на волну можно либо самому перетащить туловище и наклониться, да? Выход налево, выход направо, или же, как мы делаем, коленками упираемся почти на самый кончик, задираем, но маневрируем, чтобы не перевернуться. Тем самым можно прыгать. Из-за того, что она такая тоненькая, она позволяет очень хорошо прыгать. Достаточно легкая. Какой еще плюс хотел сказать для райдера? Если кататься не в костюмах, то, на голое тело, да, то вот эта вот часть, как раз вот, где накачка идет самого баллона, вот эти края имеются, они всегда очень острые. И когда ты постоянно вот залазишь на ватрушку, трешься, такая материя, она вот как вот наждак, вот, она сильно натирает коленки, пузо, грудь. Вот. А здесь вот они ее сделали с левой стороны, она как бы вообще не касается тела. Вот это вот плюс. Ну, минус. Что здесь, в отличие от страйка, нету дополнительной ручки. Вот здесь вот дополнительная ручка есть. Для того, чтобы, если ты выпал в воду, и тебе с воды нужно, получается, залезть, да? Не чтобы там лодка остановилась, и ты также вот залез сначала в лодку, а потом с лодки запрыгнул. А именно с воды. Так, не терять время и намного быстрее и удобнее. Хватаешься за эту ручку, подтягиваешься, хватаешься и, соответственно, залезаешь на саму ватрушку. Здесь такого нет. И получается, приходится... В случае падения из воды приходится запрыгивать на ватрушку, чтобы она не перевернулась, а постоянно ногами себя подталкивать. И достаточно много усилия рук прикладывать. Для тех, кто не очень часто катается, мало опыта, это может показаться достаточно сложно. Да просто кто меньше ростом, чем ты. Да. Из-за того, что она очень широкая, плоская, нету дополнительной ручки, не так уж это удобно. Так что в этом минус. Во всем остальном хочу сказать, что доволен. Будем кататься. Ну и вам советуем обязательно попробовать. Так что, если видео было полезным и познавательным, не забывайте лайк, подписку, потому что мы старались, делая этот обзор. И до новых встреч в эфире.